Сегодня у нас важная лекция. Название «Кватернионные уравнения для полей с массой кванта, неравной нулю». План лекции будет следующий. Вначале мы вспомним универсальное кватернионное волновое уравнение для полей с массой кванта, неравной нулю. Затем посмотрим, как из этого уравнения можно вывести систему уравнений, аналогичных системе уравнений Максвелловой электродинамики. Затем мы обсудим энергию поля для полей с массой кванта неравной нулю. И, наконец, мы рассмотрим барион-барионное взаимодействие на примере взаимодействия двухточечных барионов. Итак, универсальное сидионное уравнение выглядит следующим образом. Оно написано на основании соотношения Эйнштейна для энергии и импульса поля. Давайте мы в этом уравнении переобозначим операторы некоторые. Вот этот оператор обозначим как просто D, а этот просто как M. Это позволит нам писать все уравнения в компактной форме. Тогда исходное уравнение у нас записывается вот в такой компактной форме. Мы рассмотрим вначале однородное уравнение, то есть не будем рассматривать источники. В качестве потенциала выберем полный пространственно-временной сидион, состоящий из 4 скалярных компонентов и 4 векторных, то есть 16-компонентный пространственно-временной сидион. Если мы в нашем уравнении перемножим операторы, тогда мы получим следующее уравнение, которое известно и называется уравнение Клейна-Гордона. В данном случае оно показывает, что каждый из 16 компонентов нашего потенциала удовлетворяет этому волновому уравнению Клейна-Гордона. Теперь далее. Если мы подействуем оператором пространственно-временного градиента на наш сидион потенциалов, то мы получим некоторые выражения. Сначала мы обозначим напряженности поля. 4 скалярных и 4 векторных. Так, EFGH, EFGH. Все наши напряженности полей будут выражены через компоненты нашего потенциала. То есть 16 компонент было у потенциала, 16 компонент будет у напряженности полей. Тогда наше уравнение, вот это однородное, с помощью этих напряженностей полей переписывается в следующем виде. Если мы в этом уравнении теперь подействуем оператором пространственно-временного градиента на сидион напряженностей поля и разделим скалярные и векторные компоненты с различными пространственными временными свойствами, то мы получим вот такую систему уравнений, которая является аналогом системы уравнений Максвелла для полей с массой кванта неравной нулю. Опять мы имеем 4 скалярных, 4 векторных уравнения, всего 16 уравнений, если писать в покомпонентном виде. Поговорим теперь об энергии этого поля. Если мы в этих уравнениях умножим слева их на соответствующие напряженности поля, на F, E, H, G и F, E, H, G, и сложим, тогда мы получим следующее выражение, где есть некая квадратичная форма, которая имеет смысл объемной плотности энергии этого поля. И некоторый, так сказать, вектор P, который имеет смысл объемной плотности потока энергии этого поля. Тогда вот это исходное выражение можно переписать в следующем виде. В виде теоремы Пойтинга, которая хорошо известна в электродинамике. То есть изменение плотности энергии в какой-либо точке пространства связано с дивергенцией вектора потока плотности энергии в эту точку. Теперь давайте мы рассмотрим неоднородное уравнение. Простое достаточно. В качестве источника рассмотрим вот такой источник, где ρB – это объемная плотность барионного заряда, а Жb – это объемная плотность барионного тока. Такой двухкомпонентный источник. В качестве потенциала мы выберем вот такой потенциал, сумму скалярного и векторного потенциала, как в электродинамике. Тогда, следуя нашим определениям полей, с помощью этих двух потенциалов мы можем ввести только 4 поля. Одно скалярное, выраженное через потенциал φ, и 3 векторных, выраженных через потенциал φ и через потенциал А. Всего 4 поля. Если мы подействуем нашими градиентами на этот потенциал, и потом разделим
все компоненты скалярные, векторные и с различными пространственно-временными свойствами, то мы получим вот такую укороченную систему уравнений Максвелла, где есть вот такие 3 уравнения и 4 вот такие уравнения. Здесь проведена такая пунктирная линия. Она говорит о следующем. Если мы возьмем квант нашего поля равным нулю, тогда поля, давайте мы вернемся, поля G и F будут равны нулю, поскольку масса кванта равна нулю. И останутся только поля E и H. И действительно, вот эти уравнения, они исчезнут. Далее, вот эти слагаемые в этих уравнениях исчезнут, и тогда мы из нашей системы получаем обычную систему уравнений Максвелла для поля с массой кванта равной нулю. Вот такой есть предельный переход. Теперь давайте рассмотрим какую-либо простую задачу. В качестве задачи мы рассмотрим следующее. Давайте мы рассмотрим точечный барион с зарядом QB. Тогда он описывается вот таким источником. Объемная плотность этого заряда выражается через дельта-функцию. Потенциал в этой задаче может быть выбран в качестве скалярного потенциала только. Тогда в сферической системе координат наше волновое уравнение исходное запишется вот в такой форме. Справа источника в правой части источник в виде дельта-функции. Такое уравнение известно. В 1935 году Хидеки Юкава тоже рассматривал такое уравнение, и он нашел, что его решением является вот такой потенциал, который носит имя потенциала Юкавы, называется потенциалом Юкавы. Известно. Тогда наши поля G и E определяются через потенциал Юкавы следующим образом. G пропорционально потенциалу, а E является его градиентом. Вот здесь выписаны выражения для поля G точечного бариона и поля E точечного бариона. Таким образом, вокруг нашего точечного бариона есть два поля. Одно векторное, изображено так векторами E, и есть скалярное поле, которое здесь изображено сферическими такими концентрическими окружностями. Скалярное поле G. Взаимодействие двух барионов связано с перекрытием этих полей. Действительно, объемная плотность энергии нашей системы в этом случае выражается через две компоненты G и E. Наши поля G и E представляют собой сумму полей от первого и второго бариона. Если мы подставим эти выражения в вот эту формулу, то мы получим следующее выражение для объемной плотности энергии. Она равна объемной плотности энергии первого заряда плюс энергия второго заряда плюс энергия взаимодействия этих двух зарядов. Вот эта энергия взаимодействия нас и интересует. Если мы проинтегрируем эту величину по всему пространству, то мы получим энергию взаимодействия двух точечных барионов. Действительно, если мы подставим в эту формулу наши выражения для полей G и E и проинтегрируем, то мы получим, что энергия взаимодействия двух барионов выражается вот такой формулой и выражается через потенциал Юкавы. Значит, характерным размером в этой формуле является величина вот такая, r со звездой. Она определяется массой кванта поля. Чем больше масса кванта поля, тем более короткодействующий характер сил взаимодействия между двумя барионами. Вот такая вот ситуация. Заключение. Пространственно-временная алгебра позволяет написать универсальное сидионное волновое уравнение для полей с ненулевой массой кванта, из которого следует система уравнений, аналогичная системе уравнений Максвелла в электродинамике. Это позволяет, по аналогии с электродинамикой, рассчитать энергию поля и, в частности, рассчитать энергию взаимодействия точечных зарядов, источников поля. Ну и по традиции, в качестве заключения, рекомендую вам нашу книгу «Пространственно-временные сидионы и их применение в релятивистской квантовой механике и теории поля». Она распространяется через интернет свободно, здесь есть ссылка. Также ссылка будет размещена в закрепленном комментарии под этим видео. Если у вас возникают какие-то вопросы или желание обсудить что-то, можно написать мне, используя вот этот адрес электронной почты. Благодарю вас за внимание.